Приветствую всех на моем YouTube-канале. В одном из телеграм-каналов я наткнулся на следующее сообщение. Доктор Александр Мясников, а это главврач одной из московских больниц, в которой лечили и на сегодняшний день продолжают лечить больных коронавирусом, рассказал о странностях в поведении нового коронавируса. Так вот, в своем телеграм-канале он отметил, что некоторые люди постоянно контактируют с носителями вируса и при этом остаются чистыми. Другие же соблюдают самоизоляцию и правила гигиены, но все равно заражаются COVID-19. По его словам, географически коронавирус также ведет себя странно, не одинаково в разных странах. Об этом также говорят и специалисты из других стран. Так вот, на одном из последних ченнелингов была передана следующая информация. Вирус COVID-19 в основе своей имеет энергетическую структуру, так же, как и все в нашем физическом мире. Этот вирус запрограммирован на энергетическом уровне на две системы активации. Если говорить упрощенно, можете представить себе автомобиль, первая система активации которого заводит автомобиль, заводит двигатель, да? Он работает, двигатель работает, но он стоит на месте и не движется. При этом необходимо знать и понимать, что все люди, условно так скажем, работают, да, или соответствуют определенному диапазону частот, определенной энергетической шкале, в рамках которой они существуют и должны развиваться. Этот диапазон частот, соответственно, присущ и 4 основным энергетическим элементам. Это огонь, это вода, это воздух, это земля или энергия, на базе которых создано наше физическое тело и окружающий нас мир. Поэтому все люди действуют или живут в соответствующих рамках энергетического диапазона, который у каждого из нас, у каждого человека свой, персональный, но внутри рамок общего диапазона для нашего физического мира, который в свою очередь является частью еще большего диапазона частот нашего мироздания. Так вот, у каждого из нас есть свое место на шкале диапазона энергетического элемента вода. И оно отличается у пожилых, у взрослых, у молодежи и у детей. Если пожилые и взрослые находятся с левого края этого диапазона, этой шкалы, да, то дети находятся посередине. И такая же ситуация с диапазоном частот для энергетического элемента воздух. Вирус запрограммирован заражать через энергетический элемент вода, так как наши тела состоят на 74% из этого элемента. Поэтому этим вирусом заражаются и взрослые, и дети. Однако первичное заражение, соответствующее первому уровню активации, не вызывает серьезных проблем или вообще проходит бессимптомно, потому что на первом уровне вирус призван проверить, в кавычках скажем, те изменения в наших телах, которые происходят из-за изменений на энергетическом уровне. А вот второй уровень активации запускается, когда вирус распознает соответствующий диапазон частот элемента воздух. Программа вируса настроена таким образом, что он распознает вибрации диапазона частот, которые относятся к левому краю шкалы энергетического диапазона элемента воздух. И когда вирус попадает в тело, он распознает, какой диапазон частот элемента воздух есть в теле человека. Чем более человек старше, чем его диапазон элемента воздуха более сдвинут влево, тем сильнее вирус его атакует. И тем сложнее у человека проходит заболевание. Чем более люди молодые или сознание более открыто к тем изменениям, которые несут, в свою очередь, изменения на уровне энергетическом, тем течение болезни проходит более легко, вплоть до бессимптомного. А если активируется второй уровень, то вирус атакует системы организма, где присутствует элемент воздух. Да? Это легкие, это кровяные клетки, которые переносят кислород, кожные покровы и так далее. Есть еще один момент, который был включен в программу позже. Это необходимость встряхнуть мир, остановить людей и показать, что понимание того, что материальный мир может обеспечить гарантию спокойствия и уверенности, это иллюзия, что есть мир причин,
и напомнить о том, что есть мир причин и мир следствия, в котором мы с вами и живем. Поэтому в добавление к методам, используемым традиционной медициной, действенным способом является работа по развитию своего сознания в соответствии с теми изменениями, которые диктует новая энергетическая эпоха огня и воздуха. Поэтому одним из эффективных методов является прослушивание уроков курса сверхсознания, информация которых базируется на элементе воздух. И первые два урока, из которых я выставил на своем YouTube-канале, и которые предлагаются к прослушиванию. При этом стоит учесть еще один момент, что это не последняя волна этого заболевания и не последний вирус, с которым людям придется столкнуться, если мы с вами не займемся своим сознанием. Надеюсь, что это поможет вам взглянуть на проблему борьбы с вирусом под другим углом и даст дополнительные возможности помочь себе и другим людям в профилактике этого вируса и борьбы с ним. Это все, что я хотел вам сказать. Всем спасибо и до связи.